Всем привет! Сегодня техническое видео. Пытаемся разобраться в отличиях двухлитровых дизельных моторов автомобилей BMW в кузове G20. Также попробуем ответить на вопрос, можно ли минимальными вложениями, простым чипом получить из 318 BMW 320. В этих ваших интернетах информации кот наплакал. Единственное, что понятно, это одинаковая степень сжатия и размерность двигателей. Пойдем от сложного к простому, так интереснее. И начнем с кривошипно-шатунного механизма. Валы и вкладыши одинаковые. Далее поршни и шатуны. Видим следующую картину. 318, 320. Как видим из таблицы, отличий много, но непонятно в чем. Смотрим размеры деталей и видим, что отличаются стопорные кольца. В одном случае у нас 28 на 1,5, в другом 32 на 2. Собственно, теперь все понятно. Отличаются как минимум отверстие под поршневой палец и верхняя головка шатуна. Палец 20D больше, а значит рассчитан под большую нагрузку. Скорее всего и конструкция поршня разная. Не удивлюсь, если там другой жировой пояс и канавки под кольца. В принципе, на этом можно было бы уже закончить. Как видно, дешевые переделки уже не получится. Переходим к головке блока цилиндров. Все одинаковое. Далее ГРМ, а именно распредвалы и клапаны. Конечно, диаметры тарелок, скорее всего, одни и те же при одинаковой головке, но могут отличаться стержень и материал клапанов. Профиль кулачков распредвала тоже может быть другой. Итак, распредвалы одинаковые, впуск и выпуск. Размеры клапанов совпадают. Но вот что интересно, выпускные клапана идут под разными номерами. Естественно, я не могу утверждать на 100%, но предполагаю, что, скорее всего, материал клапанов разный. Возможно, отличается и профиль тарелки. Больше по данному узлу отличий нет. Теперь турбины. Все одинаковое. Турбина 1 и турбина 2 с выпуском. На этом переходим к обвесу. Насосы разные, что как бы намекает на то, что вся топливная будет отличаться. Больше по данному узлу отличий нет. Смотрим дальше по топливной, что и требовалось доказать. Здесь 318, здесь 320. В общем, вся топливная отличается. Скорее всего, на 320 она более производительная. Если говорить о бюджете, то цена ТНВД на данный момент в районе 120 тысяч рублей, а цена одной форсунки примерно 38. По дроссельной заслонке отличий нет. Блок управления одинаковый. Естественно, прошивки отличаются, но мы это и так знали. То, что происходит за турбиной, уже не очень интересно. И так информации достаточно. Отличия по выпуску есть, но насколько они существенные, я судить не могу. Некоторые системы сознательно пропустил, так как считаю глубину погружения в вопрос достаточной. Что же в итоге? Если у кого-то была идея сэкономить на покупке, взяв младшую модель, а потом чипом получить из нее 320-ю, то вынужден разочаровать. Ничего не выйдет. Цифры получить те же самые можно. Нельзя получить ту же самую машину и ресурс. Основные отличия данных двигателей — это поршни, кольца, пальцы, шатуны, форсунки, ТНВД и выпускные клапаны. Запас прочности у 320 больше, и мне она видится более предпочтительной. Всем спасибо за просмотры. Если считаете эту информацию полезной, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать информацию о новых видео. До встречи в следующих выпусках. Пока!